Всем привет, меня зовут Аида, добро пожаловать на мой любимый YouTube канал «Вкусно по-корейски». Так как уже зима совсем близко, поэтому вся Корея, конечно же, солит себе кимчи на год, и наша семья не исключение. Моя свекровь тоже приготовила кимчи. Я сняла весь этот процесс, и в этом видео покажу вам, как она готовит кимчи для нас на зиму. Но что я хочу вам сказать, вы нигде никогда не найдете какой-то такой стандартный рецепт, как готовить кимчи. Потому что каждая кореянка, абсолютно каждая, готовит по-разному. Нет какого-то определенного рецепта кимчи. Все что-то добавляют свое, что-то, может быть, не добавляют. В общем, все на свой вкус. И поэтому, если вдруг вы решите сделать по рецепту моей свекрови кимчи, то все равно. Вообще, в принципе, в кимчи главное не капуста, а именно соус, вкус соуса. Поэтому, если вы будете готовить соус так, как готовим мы, все равно добавляйте, например, перец. Я вам, например, скажу, нужно полкило перца, добавьте сначала 200 грамм, попробуйте. Может быть, вам это уже понравится, может быть, вы не хотите совсем острое, либо вы хотите добавить еще. Поэтому всегда пробуйте соус, и если, по вашему мнению, чего-то не хватает, или, может быть, вы хотите добавить еще какую-нибудь приправу какую-нибудь в этот соус, то, конечно, добавляйте. Это вообще все полет вашей фантазии. Но в этом видео я покажу, как моя свекровь готовит кимчи. Нам очень нравится, мне очень тоже нравится, как она готовит. Но, опять же, она готовит каждый год, и каждый год тоже по-разному. Что-то добавляет, она придумывает что-то новенькое. В общем, смотрите, как мы готовили кимчи. Буду показывать на 3 капусты, небольшое количество. Вообще, в принципе, кореянки иногда на зиму готовят и по 100, и по 150 вот этих вилков, и по 200. Но такое большое количество они готовят, если у них вот большая семья. Если вы уже смотрели в интернете, видели видео про кимчи, и если там говорят, что давайте приготовим кимчи легко и быстро, то это, конечно же, неправда. Во-первых, это не быстро, занимает определенное количество времени, несколько часов. Во-вторых, если вы решите готовить это в одиночестве, то есть один человек, то это далеко тоже не просто, потому что много чего нужно нарезать, много чего нужно помыть, почистить. В общем, это нелегко, это не быстро, но это очень вкусно и хватает надолго. Вот здесь, в этой коробочке, у меня 3 вилка капусты пекинской, и нам ее хватит, наша семья из 3 человек, но я думаю, не меньше, чем на 3 месяца точно хватит. Учитывая то, что мы его не просто это кимчи кушаем, мы еще и готовим кимчи-суп. Так что, если вы все-таки решите приготовить это кимчи, то предыдущее видео про кимчи-суп, вот уже можно будет смотреть и готовить из этого кимчи. Очень-очень вкусно получается. Мы его посолили, но оно еще не готово. Я просто хочу вам показать, о чем сегодня пойдет речь. Очень ароматно, хоть оно еще и не готово. Но вот я все равно хочу повториться. Пожалуйста, когда готовите соус, неважно, с моим видео, либо по другому рецепту, обязательно пробуйте его. Потому что то, что вкусно, например, для меня, не вкусно для другого человека. Это всегда так. Вот такое вот красивое, вкусное, сочное, ароматное кимчи мы будем сегодня готовить. Запах просто обалденный. Кстати, кимчи, вот такое вот остренькое красное, можно готовить не только из пекинской капусты, но это тоже уже в будущих сериях я обязательно тоже еще сниму. Можно готовить абсолютно из всего, вы даже удивитесь, из чего можно готовить кимчи. Получается всегда очень вкусно, очень сытно и очень ароматно. Ну что, давайте приступим к просмотру видео, на котором моя свекровь по своему рецепту готовит кимчи.